Дыхательные практики различаются в первую очередь по цели, чего вы хотите достичь, и физиологическому механизму, как они влияют на нервную систему. Условно их можно разделить на три большие группы. Это успокаивающие, тонизирующие, энергизирующие и балансирующие. Вот подробный разбор отличий между ними. Первое. Успокаивающие практики. Гипервентиляция СО2. Делается для снятия стресса, для уменьшения тревоги, подготовки ко сну, также замедляет сердцебиение. Запускается активация парасимпатической нервной системы, отдых и переваривание. Главный секрет – удлиненный выдох. Квадратное дыхание или дыхание 4×4. Это техника глубокого ритмичного дыхания для снятия стресса и улучшения концентрации, основанная на 4 равных фазах. Вдох на счет до 4, задержка дыхания на счет до 4, выдох на счет до 4 и снова задержка на счет до 4. Это помогает успокоить нервную систему, регулировать сердцебиение, снизить давление и улучшить сон. Особенно полезно перед публичными выступлениями или в моменты волнения. Дыхание 4-7-8 доктора Эндрю Вейла. Техника дыхания 4-7-8, популяризированная доктором Эндрю Вейлом, это простой метод расслабления, основанный на пранаяме, который помогает бороться со стрессом и бессонницей, успокаивая нервную систему за счет ритма. Вдох на 4 секунды, задержка на 7 секунд и выдох на 8 секунд. Повторяя цикл несколько раз для перевода организма из режима «бей или беги» в состояние покоя. Коаш – абдоминальное дыхание. Коаш – абдоминальное диафрагмальное дыхание – это техника глубокого естественного дыхания животом, при котором диафрагма опускается, заполняя нижние отделы легких, что насыщает тело кислородом и снижает стресс. Техника включает медленный вдох через нос, чтобы живот расширялся, и медленный выдох через рот, сжимающий живот, при минимальном движении груди. Это противоположность поверхностному грудному дыханию, которое часто бывает при стрессе, и используется для релаксации, улучшения насыщения кислородом и в реабилитации. Дыхание тонизирующее, энергизирующее, гипервентиляция, а для физиологических лиц это интенсивное дыхание, которое превышает потребности организма в кислороде. Различают гипервентиляцию как симптом заболевания и гипервентиляцию в дайвинге, контролируемую и неконтролируемую. Также на основе гипервентиляции существуют специальные техники. Дыхание Вима Хофа. Это техника контролируемого дыхания, часть комплексного метода ледяного человека, направленная на повышение энергии, снижение стресса и укрепление иммунитета через гипервентиляцию и последующие задержки дыхания, что приводит к насыщению крови кислородом и управлению нервной системой, и практикуется в сочетании с холодовой терапией и концентрацией, но всегда в безопасной обстановке, лежа или сидя. Холотропное дыхание. Холотропное дыхание – это мощная психотерапевтическая техника, разработанная Грофом, использующая интенсивное глубокое дыхание и ритмичную музыку для достижения измененных состояний сознания, что позволяет глубже исследовать психику, пережить забытые травмы, снять стресс и достичь самопознания и целостности, но требует осторожности и часто проводится в паре с ситтером. Физиологически это связано с гипервентиляцией, снижением углекислого газа, сужением сосудов и парадоксальным кислородным голоданием тканей, включая мозг. Это тормозит кору и активирует более глубокие слои психики, высвобождая подавленные переживания. Дыхание Капалабхати или очищение черепа или сияющий череп. Это мощная йогическая дыхательная техника пранаямы, которая состоит из резких активных выдохов за счет сокращения мышц живота, при этом вдох происходит пассивно, позволяя воздуху естественно войти. Эта техника бодрит, очищает дыхательные пути, улучшает кровообращение, концентрирует ум и активирует третий глаз, что позволяет интуиции и ясновидению, а также тренирует мышцы брюшного пресса, массирует органы и стимулирует нервную систему, подготавливая тело к практике йоги. Польза Капалабхати. Физическая – очищает носоглотку,
тренирует брюшной пресс, улучшает пищеварение, кровообращение и лимфоток, массирует органы брюшной полости, тонизирует организм. Ментальное – проясняет ум, повышает концентрацию и энергию, снимает стресс, помогает при бессоннице, успокаивает нервную систему. Духовное – активирует третий глаз, шишковидную железу, что позволяет интуиции и ясновидению. Балансирующие и гармонизирующие дыхательные техники помогают успокоить нервную систему, снять стресс и сбалансировать работу полушарий мозга, используя техники вроде анулома-вилома, переменного дыхания через ноздри, глубокого брюшного дыхания с акцентом на длинный выдох, дыхание по счету, вдох, задержка, выдох равной длины, или дыхание уджаи, шипящий звук через закрытую глотку, создавая ощущение покоя и равновесия. Дыхание нади-шодхана, попеременное дыхание ноздрями. Это техника пранаямы в йоге, которая очищает энергетические каналы тела нади, успокаивает ум, снимает стресс и балансирует нервную систему, чередуя вдохи и выдохи через разные ноздри, используя специальную пальцевую мудру, насагра-мудра, для блокировки одной из ноздрей. Эта практика помогает улучшить концентрацию, гармонизирует работу мозга и способствует общему расслаблению. Уджай – победное дыхание. Это базовая техника пранаямы в йоге, выполняемая через нос с легким сужением голосовой щели, создающей ровный шипящий звук, океанский или шепот, и ощущение тепла, что успокаивает ум, концентрирует внимание, синхронизирует дыхание с движениями и разогревает тело изнутри, помогает при стрессе и в сложных асанах. Эффекты и польза. Успокаивает нервную систему, снижает стресс, тревожность, бессонницу. Концентрация. Звук помогает удерживать внимание, связывает ум и тело. Разогрев. Создает внутреннее тепло, активизирует обменные процессы, разогревает суставы и мышцы. Укрепление дыхания. Тренирует дыхательные мышцы, увеличивает объем легких. Поддержка в асанах. Помогает держать силовые позы, синхронизирует дыхание. Метод Бутейка – волевая ликвидация глубокого дыхания. Метод Бутейка или волевая ликвидация глубокого дыхания – это система дыхательных упражнений, направленная на уменьшение частоты и глубины дыхания через нос для нормализации уровня углекислого газа в крови. Разработанный Бутейка, метод помогает лечить астму, аллергии и другие заболевания, связанные с хронической гипервентиляцией, путем тренировки поверхностного диафрагмального дыхания. Упражнения включают короткий вдох и более длинный выдох, задержки дыхания, вызывающие временный дискомфорт, нехватку воздуха, что сигнализирует о правильной технике. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Суть методики Стрельниковой заключается в том, что все дыхательные упражнения выполняются с включением в работу рук, ног, головы, пояса, пресса, плечевого пояса. Организм активно насыщается кислородом, и обменные процессы активизируются на клеточном уровне. Усиливается внутреннее тканевое дыхание. Теперь как выбрать нужный вариант дыхания? Первое. Если вы в стрессе, панике или не можете уснуть, вам нужен длинный выдох. Попробуйте 4-7-8 или просто дышите в ритме квадрата. Второе. Если вы сонливы, нет сил или нужно поработать, вам нужна гипервентиляция. Попробуйте капалабхати, несколько кругов или простые глубокие вдохи-выдохи с задержкой после вдоха, кумбхака. Третье. Если вы на эмоциях, в смятении, вам нужен баланс. Нади-шодхана, попеременная, поможет собрать себя. Четвертое. Если у вас проблемы с дыханием, астма или вы хотите улучшить толерантность к СО2, изучайте Бутейка, но это требует обучения и времени. Важное предостережение. Практики с гипервентиляцией, Вим Хоф, холотропная и сильными задержками дыхания, Бутейка, противопоказаны людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, а также беременным. Начинать лучше с простых успокаивающих техник.